сейчас рассказываю, короче, Пашку, оказывается, в плен взяли. Да ты И чё? все лицо порезали. Его и еще какого-то. Они хотели сбежать, их поймали, короче. И они пытали их, говорит, там, и лицо порезали. Ой-ой-ой. Вот из-за этого лицо закрыто. Из какого-то там чего-то вот. Какого-то куска. Да нафиг она нужна, эта земля, ага. А то у нас своей земли здесь нет. Мало. Хапуга. Правильно, он сидит-то. Идите А туда. у людей, как говорится, А вы как дети хотите? погибают. Ага. А он мы сидит. материал он. должны- Сейчас как начнут всех подряд брать, не посмотришь, что дети маленькие, не маленькие, всех начнут брать. Хватать не будет, даже, говорит, это будет подростков забирать. Да я своего сына лучше инвалидом сделаю, пусть он у меня на коляске будет дома. Да ничего, его заберут, а я как вот с ним буду справляться, извини меня. Как я буду с ним справляться? А с ним как будешь инвалидом? Его тоже надо видеть? Ничего, зато он будет у меня на глазах. Или Путин сказал, Украина наша, что ли, хочет сказать, земля? Кто, говорит, землю, кто вот это вот, говорит, Крым начали они там делить. Из-за Крыма пошло там что-то. Там из-за Крыма все вот это началось. Нахрен бы Крым, Рым нам нужен бы, блин. Лучше кусок хлеба ржаной жрать, чем Да, война. да. Вот, ну, против все войны, все. Поэтому что, вот Крым ему надо. О, Ну, пусть Горбачев Россию развалил, но Но- до войны не дал, чтобы дошло. конечно, сухарь будем есть, но войну не хотим. Вот, И также правильно. украинцы не хотят. Ну, а что, вот сейчас пока топлива нет, этого нет, все это, вот, их стоит, что. А все равно Украине помогает, правильно, не России, никому. Нас все ненавидят. Это из-за чего? Из-за президента. Его надо снять нахрен. Я так думаю. Не знаю. Он что творится, видал, что? Ужас. Я говорю, мясо, дураки добровольцы. Вон, пускай наши государственные дети, блядь, служат. Если они заварили это, кашу, так пускай Да домой. что ты, пойдут их не Ага, дети. попрятались. С Москвы вон что-то, говорит, забрали, сколько там, Там, говорит, суды начались. 300 человек, что ли, забрали, панику подняли. Что-то московских забирают, а у нас сколько забирают-то? А наших можно. Ну вот он на время Я и говорю, прекратил. чем там вот лучше Отличается. нас, чем, да, они отличаются? Ну, Поезд придет сюда оттуда. Его поездом прям? Ну, а На в чём? гроб как привезут? повезут гроб? Мало как будет, что ли? До Саратова как гроб будут везти? И Тем более, там не разница. одного живого везут, там несколько везут с Новоземска. С Новоземска несколько? Да. Троих, по-моему. Посадили за что его? За ментов. Двух ментов. Ну, одного избил, а второго Леща Антона не въебал. тронул. Просто леща, да ладно. Они, блядь, скрутить не могли, два здоровых, говорю, блядь, такого худенького скрутить не могли, блядь. Ну вот сейчас Пашкин деньги поделили, вот эти 5-6 миллионов. Первой жене отправили, Кристинке и еще кому. Сразу одной кучи одному не дают. Всем родственникам на всех эту сумму раскидывают и всем отправляют. Спасибо за чай, пошел я. Давай, давай. Придешь мне по колыбельной, спят усталые игрушки. Бегу. До свидания. Давай, пока. Как ты меня всегда держишь. Ну, я... Все, успокойся. Все хорошо. Успокойся. Она боится, Всё. что все бывает, правильно? Конечно. Все хорошо. Все бывает. А он привезли одного, да. Да ты что? Сейчас привезли. Все будет хорошо, не переживайте. Все нормально. Все. Боб, там что ли? Ну видишь, я живой же приехал. Вижу. Ну вот видишь, все, не плачь. Везем пак. А потом что будет дальше, мы не увидим. А дальше мы А не ты же вас увидим. не будешь запривать. Или Ну, будешь война закончится, сброй. приедешь, как Дед Мороз. Да. Вот так вот. С седой бородой жить. Все будет потом. Победа за нами, вернемся, все будет хорошо. А кого замочили? А? Кого замочили? Где?
Ну, Что? убили. Семейку привезли, убили. Тачку Плотникова. Его ёбнули? Его убили, да. Там, Ну, войне. Ему осталось 5 месяцев отсидеть. мать. Война дело такое, то что там 5 как бы месяцев. никто никого не спрашивает, сколько Где там убили? сидит. Нет, На войне. на войне. У нас там так скажи. На график войне. совсем другой, блядь. На войне он же пошел, это, А, вот ты, сам от себя, да? чтобы не сидеть, а воевать пошел. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Давай, мать твоя, здоровья. Давай, Люблю тебя. взаимно. Давай, Паш. За мир во всем мире. Да. Дай Бог. Ой. Ой, я не фотогенична. А я сама такая дура. Старушка. Пока ты тут сидишь, все обляпать надо. Чего? Пока тут сидишь, все обляпать надо. А, облапать меня? Вот, а то там не обляпают. Ты смотри, у меня мать здесь. Она не разрешает. Кто? Мать. А она мне разрешает, правильно? Я никому не разрешу. Я Только тебе просто кроме- поглажу же ведь тебя. Кроме нее нельзя Что, никому. поцеловать можно же? А в таком случае... Чё, блядь? Старый я уже. Старушка. Сопрочё. Перестань. Ну Я и шучу, на. Паш. Ты мне шутки Я мои не знаю. понимаешь. Ма, А, Я шучу, давай, Паш. здоровья. давай, давай. За все хорошее. Поцеловать я могу еще. Нет. И танцевать могу еще. А русский Нет. танцевать не будешь? А когда будешь танцевать? Еще увидимся. Потом Вот война потанцуем, закончится. как. А, Еще когда все увидимся, впереди, Свет. Тогда потанцуем с тобой. Вот вернусь я оттуда Вот. и тогда станцую. Пошел я. А мы шутим. От бедра. А, ты шут. А куда ты пепельницу дел, Паш? Чё ты? Когда еще посмеемся, Пашка уедет, блин. Ага. Иду. Я Куда шучу. пепельницу делал? Сидел? Какую нахуй пепельницу? Я ничего не брал. Тоже сложно. Он носки одевает. Я носки хотел одеть, блин, что он делает? Да не шутит. Там ящик такой сколотил. Большой. Вокруг оцинкованы, запаяны, короче. Насколько похороны будут? Короче, в 9 часов, в 9, ну, 8:30 надо туда идти. На вынос. Да, без 15-9 вынос. Придут погранцы тут. Менты. Нет, на кладбище будет салют и стрелять. А, погранцы будут там. Тут погранцы будут. А там менты. Сперва будет к церкви отпевать. Он, говорит, даже, оказывается, никого не оповестил, взял втихую, говорит, контракт подписал. Сам, добровольно. Пошел Он как служить. наемный пошел. Да. И, говорит, даже крестинки не сказал. Никому, говорит. Осталось 5 месяцев на одной Какие ноге до марта простоять. месяца, вот. Лучше бы все, говорит, лучше бы досидел бы, мы, говорит, вот дождались бы. говорит. Конечно. И что, чем вы тут занимаетесь? Мы больше всего сидим просто так. Я больше всего люблю сальтушки крутить. Он любит прям рэп читать. Прям читал так. Да ладно, серьезно? Битбоксил, в смысле? Ну да, так немного умею. Там есть один такой вот, как сказать, элемент, который там вот удивляет моих одноклассников, вот как будто вот костями вот так вот хрустишь. Или либо там вертолет. Ну так я больше ничего не умею. А расскажите, какие-нибудь тут события происходят вообще в этом доме? Вот сколько вы живете? Ну, иногда происходили. Там вообще мужик зарезал там кого-то, не знаю. Женщина с 4-го этажа прирезала кого-то там. За нож кинулась. мужик, прирезала. не помню. Ну там аниме-парни, которые там... я не знаю, сейчас, короче, увидите. Парни, который, как сказать, как Dead Inside, ну то, что типа не любит жизнь там, грустный и курит. Вот это больше всего я рисую, не знаю зачем. Вот, скетчбук. Тут есть несколько рисунков. Это Лайт Ягами, мой любимый персонаж из «Тетради смерти». Это Никоглай,
блогер. Я его в таком стиле нарисовал. Это я, когда вот узнал, что такое NFT, там рисуешь картинки, потом продаешь их где-то за миллионы долларов. Вот, я как-то вот захотел тоже нарисовать вот концепт типа такого NFT. Вот. Выключите музыку. Жулька, ты чего? Да хватит! Я раньше хотел полицейским стать, но мне что-то теперь не нравится. Почему не нравится? Мне кажется, это потому что вдруг там мы что-нибудь сотворим, а тебе придется нас сажать, там все дела. До этого я думал, типа, вот круто то, что спецназ защищает людей там, как вот в стендофе или в CSGO, ну, сейчас это совсем разное, можно сказать. Думал, тогда вообще это очень круто, но сейчас вот как-то страшновато. А теперь там вот это, видишь, как будто там военные фильмы, там все погибают. Я бы сразу пошел. Если мне 18 или 19 исполнится, я сразу пойду. Пойдешь на войну? Да. Родину свою защищать. Естественно. Любой дурак пойдет свою родину защищать. Кто не хочет погибать, тот не пойдет. А не страшно? Ну, есть немного капелька страха, потому что, типа, все равно как-то вот боишься же, но все равно вот хочется защитить родину. Ну, есть там чувство, ты же свою родину будешь защищать, бабулю, чтобы она не погибла, там маму, там друзей своих будешь защищать. Да. Жопу рвать, короче, там. Убирайся, тихо. Моя тетя пришла. Что, надо мной издеваешься? Нет, тихо. Где Вадим? Здесь он. А что он здесь делает? Ну, чтобы у него вот это интервью взяли. Ты что, блядь, издеваешься сейчас надо мной? Его мама пьяная там орет у меня на магазине, что ты его задерживаешь, сейчас полицию вызову. Так он вот недавно пришел. Пусть уходит. Я тебе сказала, чтобы его здесь не было. Ром, ты что, блядь, добивайся, я не пойму. Не могу я орать. Ты что, блядь, я не знаю. Я не знаю, что здесь Сейчас он уйдет. Кто? Вадим. Вадим пошел отсюда вообще, чтобы он сюда не приходил. Ты слышишь меня? Я за сутки, походу, здесь, да, хуею? Давай, пойдем, парень. Подставь. Чего, блядь? Писать мне можно, что ли? Я не знаю, там, Люк, ты сейчас, блядь, нет, я к матери. Танцевать буду с тобой. Ты иди, с кем? С тобой. Нет. Мне тебе нужно не секрет рассказать, не только тебе. Не расскажешь потом. Сейчас. Эй. Сейчас. Паспорт мой у тебя? Да, у меня. Возьми его с собой. Все. Открой страницу. Только это между нами с тобой. Я никого сюда не видел. Последняя страница. Дальше. Дальше. Не поняла. Я женился. На ком? Ты сегодня здесь. Девчонка. Я встречался с людьми. Говорим, скоро мне будет зарплата. 205 тысяч. Поделим вам пополам. 100 тысяч тебе, 100 тысяч ей. Потому что Ну, мне зачем, па? ты моя мать. Ну, я их тогда уберу, пусть лежат. Я тебе ремонт сделаю в комнате. Мне нужна эта комната тоже. Потому что я... Ну, я ее никому собираюсь не дам. Оттуда я собираюсь прийти и купить себе квартиру. Мгм. 205 тысяч в месяц у меня зарплата. Ну, конечно, это хорошо. Сейчас. Все это сделал я ради ипотеки. Я хочу ей просто помочь. 100 тысяч она перешлю тебе, и 100 тысяч заберу себе. Потому что там, на Украине, я их не смогу забрать. А все остальные бабки она купит квартиру, и я сюда приеду. Если выживу, приеду сюда. Нормально будет, не переживай. Ну, за что же видела, то, что сегодня Пашку привезли. Там никто от этого не страхован. Я тоже переживаю, потому что мне не страшно, что там. Смотри, ему вдруг погибнет, приезжает. Да, вообще кошмар. И вот, видишь, никому умирать неохота. А я вернусь,
Вот Вернешься. на зло всем куплю себе квартиру. Тебе? И тебе помогу. Вот так вот. Мой названный сын вот такой, Саша. Приемный. Сам приехал ко мне, видишь как. Все будет хорошо. Я вернусь. Конечно. Еще как погуляем, как развернемся, блин. Цинковую игру. Он цинковый, запаянный, короче. А как он так назван, цинковый? Мне интересно, он там или нет? Там. Ты что, ей фотки присылали все. Да фотки это Да хуйня. это фотки, Нет, да. он там. И эти документы сейчас привезли тоже. На 100% что он там. Да. Потому что Соленке его матери одну ногу привезли. Не, Забрали. не, у него лицо, видать, вот так, как осколки вот эти отлетали, короче. Такое маленькое окошко. Там окошко есть стекло? Нету. А должно, по идее, быть. Не было. И, короче, прислали, говорит, полтуловища прислали фотографию. Значит, с ногами что-то ему. Как, говорит, осколки, когда отлетели, говорит, ему лицо поэтому, короче. А так все опознали. Пацаны кричат, типа, их линганули. Ну, не знаю, они, короче, куда-то туда там бежали, короче, и... Кто-то говорит, на растяжку они нахуярились. Ну вот, да. Вообще, кто говорит, все по-разному говорят. Да сейчас все будут по-разному, он один знает теперь. Да. Что, пацаны вообще? Мне 29 лет. Я даже ребенка не видел в жизни. Девчонки, похоже, у Кащея палочка пропала. Не знаю, что там пропало, но профессор нас в чем-то подозревает. Не нас, а Василису вспомнить. Это Димка. Вот мой альбом. Он все пищой. Он все пищой здесь. Красивый Димка. Дай его. А здесь вот здесь одна и он. Там тоже он сами есть. Да. Вот Димка на крыше. Димка. Да, Димка такой маленький был, красивый. А где Димка? Я знаю, где Димка. Да. Да, Димка, да. Могли Димка. О, Димка. С оружием. И на. Вот брата забрали. Он мамке звонит, мы с ней разговариваем. Ну, максимум 2-3 минуты и все. А больше нельзя, что ли? Нет. А что рассказывают? Потому что у него все хорошо. И все. Им больше ничего там такого не положено, нельзя говорить. А где он? Что с ним? Не знаю, тоже такой, что он там какой-то где-то в Донецке, в Донецке, где-то там, потому что он в какой-то деревне находится. А ваш муж вообще потенциально попадает под призыв? В этот раз ее, конечно, не мобилизовали его. А вот что дальше его ждет, не знаю. Пока его не призвали. А там дальше не знаю, что будет. А если призовут, что будете делать? Да ничего, мне кажется, ничего уже не сделали. Кто будет поддерживать? Вот сами посудите, ваш сын пойдет туда кровь проливать. За что? Вот, за что? За кого и за что? За Донбасс, за Луганск, что ли? Да нахрен они нужны? Жили они, и пускай бы сами разбирались. Это Путин засунул туда для того, чтобы забрать земли. Когда началась спецоперация, он кричал, нам земля не нужна. А потом сплошь и рядом начал все забирать. Что он про пенсионный фонд говорил? Что он говорил про Конституцию? Про Конституцию. Что он говорил? Не менять Конституцию никто не будет. Поменял Конституцию. И что я в Москве работал? Какой год? Позапрошлый год. За 16, что там творилось? Там митинги были на митинге. И что без толку? Силовики приехали, угомонили и все. По приказу Путина. Пока он в гробовую доску не упадет, никто его не увидит. Он же Конституцию поменял. Пока он не умрет, как царь, ни власть не поменяется. Вообще его, по сути, его нету Путина. Его уже давно убрали. У него 6 двойников. Как он может в одно и то же время по телевизору на каждом канале показывают, он в Китае, на другом канале показывают, он во Франции. Как может один человек в одно и то же время в 3 странах находиться? Вот это спецоперация. Я вот смотрю на вот этот дурдом. Пацаны тут там ложатся. Я не знаю, вот за что вообще.
Украина, да, там страна тоже такая же страна, как и мы. А пришли туда на власть те же фашисты, которые воевали с нами. Они хотят захватить русский народ, но у них не получится. Я что-то запутался по поводу специальной операции. Просто вы сначала сказали, что она нам не нужна, что нам не нужны эти земли. А потом сказали, что там все-таки фашисты. Потому что фашистов посадили туда, фашистов. Вот вы знаете, кто вообще такой Зеленский? Кто он по нации? Еврей. Еврей. А кто был по нации Гитлер? Немец. Немец? Еврей, тот же самый еврей сидел. Евреи все всю жизнь хотят уничтожить русский народ. Нам не нужны эти земли, но там фашисты. Нужна война или не нужна? Я не понимаю просто, как вы считаете. Для нас, для народа. Нет, если вот они зайдут сейчас, Киев зайдет на территорию Российской Федерации, я встану и пойду воевать. А сейчас я для чего туда буду идти? Чтоб мне башку прострелили, а эти остались без отца, что ли? И вот так оно и происходит. Я понял. Так вот, они зайдут, тогда будем воевать. А это сейчас не война. То есть, если вас, не дай бог, призовут, что будете делать? А куда деваться, придется идти. А ты от этого никуда не денешься. Или в тюрьму иди, или иди воюй. Пацаны алгайскими задали вопрос своему главе администрации. Вот у тебя же двое детей. Куда ты своих дел? Он привез, он гуманитарку он привез, ебать. Как нам наш Апалько привез носки. Носки, он мне носки привез, чтобы я там не замерз. Пару носков. Банку сгущенки и банку тушенки. Это, походу, в окопе я там жрал и носки бы одел. Да. И чтобы я там не сдох. А что ж он своего Артем туда не поймал? И вот пацаны им сказали, а ты куда своих дел? Вот так вот. Он говорит, если он сейчас приедет, но он сам не приехал, в том-то и хуй. А знаешь, что сказал Женек? Чё? Будь моя, говорит, воля, я бы пошел, когда Апалько там сидит, зашел бы туда, кричит, если бы такая хуйня была, я обоссал бы его просто, петуха. Его надо обоссать. Там пацаны в ахуе, там все покупается за свои бабки. Никто там никому ничем не помогает. Пацан мне купил разгрузку. Разгрузка, блядь, стоит 12 тысяч, ебать. Которая вот... Брони? Ну, она с листами, да. Ну, брони, на брони. Чтоб не вот этим подсумком ебучим, который ты бегаешь, он тебя, блядь, перевешивает тебя вот так вот. А чтоб ты ходил сам. Потому что, говорит, вам дадут вот эту ебучую вот эту разгрузку, вот эту обычную, которая весит 500 килограмм, блядь, в которой ты ходишь, у тебя колени сгинаются вот в броне. Они прислали нам термобелье, это как бумажку, вот туалетную бумагу ты обмотался, ебать. Вот твое термобелье, блядь. Они вот такую вот прислали. Вот этому ебаному Апалько, вот надо ему вот это вот нахуй, вот на него термобелье одеть и туда в окоп его нахуй засунуть. Да, кстати, он же военно обязан. Ну вот пусть полупокер ебаный посидит там, вот в этом термобелье, который он прислал, ебаный. Со словами глубочайшего соболезнования всем присутствующим, а также родным и близким, обращается глава Музенского муниципального района Андрей Андреевич Апалько. Сегодня мы все вместе скорбим по Павлу Сергеевичу, который был молодым, сильным, энергичным, но он выбрал путь добровольно встать на защиту нашей с вами Родины, добровольно встать на защиту нас с вами. Попрощайтесь с героем нашей страны, Павлом Сергеевичем Копниковым. Зовут
Василий, фамилия моя Сущенко. Как могу к вам обращаться? Александр. Александр? В связи с чем снимаете похороны? Я понимаю, что вы там, я знаю вас, мы же с вами уже неоднократно Да, я же как бы в общем плане просто соответственно. Вы понимаете, похороны проходят? А? Похороны то, что проходит. А зачем снимаете? Ну как, это событие. Вы просто понимаете, то, что у нас город, он немножко маленький. 28 тысяч населения во всем районе. У нас, как только человек с камерой, для нас это новшество. У нас начинается такая небольшая паника в том плане, что кто такой, зачем приехал, что приехал, и еще. Вы понимаете, когда у людей горе, все может произойти, все что угодно может. Кто-то из них мог сейчас разозлиться, подойти к вам, не дай бог совершить в отношении вас противоправное действие. Вам же это тоже не надо, правильно? У вас могли камеру сейчас отобрать, разбить, а я уверен, что ваша камера стоит очень много денег. Я прям в этом очень уверен, потому что она у вас очень дорогая. Все же может произойти, правильно? Это вот хорошо, что мы так быстро приехали и как бы вас пытались просто обезопасить. Алексей Николаевич, все тот же, который еще два снимал, все тот же увидел, услышал, вышел, начал снимать. Да все, мы уже его здесь его отсюда уже вывезли людей, мы сейчас с ним здесь одни остались, сейчас мы еще с ним побеседуем и приедем в отдел туда. Так, ну я думаю, мы друг друга услышали. А нахуй ты вообще подписался под эту хуйню? Саня, если не мы, то кто? Ебать, если не мы. Зачем мы будем воевать? Мы ж, Я не знаю, мы за ж... что вы будете воевать. Я воевать буду за, блядь, за кого? За его детей, за твоих, за своих. За своих я сам пойду воевать. Пока на нас никто не напал. За кого воевать? Так завтра, если никто не пойдет, тогда они придут, значит, свободным путем сюда просто. Все это хуйня, Паша. Блядь, ну смотри сам. Как мы... Саня, это моя страна. Я вот хочу воевать за свою страну. Я не знаю, как кто остальные. Я, в смысле, никого это не базаров это нет. не повод, даже не награждение нет, какое-то. Базаров нет, когда ты идешь. Я буду воевать за своих детей. Вот смотри, когда немцы, помнишь, напали на СССР? Они же напали. Ты будешь на ждать, нас. пока они сюда, пока дождется такой пиздец, пока они совсем прям разъебут нас совсем вообще. Ты же понимаешь, видишь, пацанов привозят. Ты будешь ждать, пока они прям разъебут совсем всех, и тогда пойдешь, да? Когда уже поздно будет. А ты ее убирала Или как? когда? Да не поздно. Ну а когда-то? убирала? Тогда, когда мы соберемся все, мы уже вот все опиздюлись, Нет, и тогда если бы они к границе прям подошли, тогда... они можно. разъебали уже Херсон. Так же твоя граница уже. Не, ну Ты сейчас, же россиянин. не, ну сейчас Херсон разъебали. Он до этого к нам не относился, Херсон. Ну, а ты ждешь, пока они в Новозявск придут? Не, зачем? Ну хотя ближе к России там. Хотя бы уже. А что до этого что-то? Да, так мы ворвались к ним на родину. Так ты тогда скажи хохлам, там на нейтральной стороне. Сань, я даже слушать этот бред не хочу. Кто мешает? Я воюю за свою страну. Я и слушать его, я не хочу это даже. Ты воюешь за Путина, не за свою страну. Серьезно, блядь? Я считаю так. Ну, это твое только мнение. Да и не только я считаю. Считает ислам, считает Анзор, считают все. Так. Сань, я не хочу об этом даже говорить. Давай я. Да Я, базаров нет. в смысле, ты мой друг. Я как бы, я не знаю политического вот это вот ебалу. Она мне нахуй не нужна. Я воюю за свою страну. Включить сейчас это. Присядьте, Наташ, никуда не ходите. А куда пойдете? Не, а куда уйти, Наташ? Ой. Все, посидите пока. Это кофе, Наташ.
Давление. Может, приляжете, Наташа? Дома. Давай, Наташа. Не надо там ничего. Полежи чуть-чуть. Полежите пока. Может, укол сделать, скорую вызвать, да, чтобы давление сделали. Это давление. Алло, здравствуйте, а можно вызвать скорую? Город Новоузенск, микрорайон 2, дом 2, дом 2А. Нет, дом 2А. Мушанова Суиле Турсумовна. Турсумовна. А к кому там скоро пришла? К нам, Наташа. Что Наташа, да? Плохо опять падает. Ой, ёб твою мать, падает. Бегать меньше надо. А то везде свой нос улит. А тут больше никому не надо, кроме ей. Ну, вот так вот, чтобы помогать, считай, все к ней бегут. Хотя вот все соседи, неужели трудно помочь? Может, осталось тут 2-3 человека, надо жить как-то дружно, а еще... Может, я сразу туда завести? Ну да, наверное, вы тут тогда посидите. Да, мы здесь посидим. Сейчас я Игнату скажу, что он к тебе. Игнат, это сюда. Здравствуйте, я фильм снимаю, хотел с вами немножко пообщаться. Можно? Я на работу вообще собираюсь. Я после суток пришел, поспал, сейчас пойду работать дальше. А что за работа, что вы делаете? Я вообще охранник. Человек, такая скотина, привыкать ко всему. Тем более я бывший военный, мне надо минимум. Военный? Да. Там вот 2 парней в это мобилизовали из дома. Меня не берут. Мне уже 55. А вы бы хотели? Я пошел бы. Да? Ну, Это прям по своему желанию? Само собой. Хоть одного хохла придушить перед смертью. Я их с детства ненавижу. Патологически. Почему? А в детстве нанесли травму очень сильно. Что за травма? Ну, как сказать. Представь, пацан, 7 лет. Его пинают 13-15 лет, 4 одного. Хоть бы раз один на один вышел кто-нибудь, никто. 4 одного. Мне было 7 или 8 лет, нахуй. А им 15-14. Это было в Украине? Ну да. А вы вообще как относитесь к этой войне? Нормально. Нациков надо душить сразу, чтобы потом хуже не было. Сейчас говорят, что какие-то экономические кризисы будут. Все возможно. А в 90-е годы что не было кризисов, что ли? Мы такой народ выживем и всегда. Мы не американцы, не французы, не немцы, которые привыкли жить в шоколаде. Мы выживем всегда. Здравствуйте, вы тут живете, да? Да, живу. А я фильм делаю про этот дом. Как давно вы тут живете? 15 лет. 15? Да. Ничего себе. Да. А чем вы занимаетесь? Я, на пенсии чем занимаюсь. 2 сына туда, в магазин хожу кушать. Ну, чем еще можно заниматься? Преступником не был никогда.
Отец, мать погибли. Там остались, мать в году умерла в Первую войну в Чечне. А дети? Дочь в Саратове, один со мной сын, другой в 10-м доме, где я в квартире жил. А, вы живете с сыном? Да, А сколько ему лет? 32. А сын чем занимается, вот, с которым вы живете? А он на пенсии. Как это на пенсии? Ну, больной как. А чем ты вообще занимаешься, что ты любишь делать? Коллекционируем машины, автобусы, грузовики, и вон легковые. А еще что-нибудь? Ничего, только коллекционирую. Ты только именно советские собираешь? Ну, интереснее. Интереснее? Ну, ой, формы интереснее. Они выглядят интереснее. Я, Душа, да в общежитии, Душа. Как? Да, ну, да, журналист, да. О чем, Душа? Ну как, Душа, здоровье, дела, Душа? Как с питанием? Что купить, покушать, а? Питание. Да, подозрительно? Да нет. Вообще, да нет, Душа. Да нет, ну работа, порядочный человек. Это кто? Андрей, сын, второй. Больше 2 лет собирай. С 19-го года. Я не курит, не пьет, я тоже не пью, не курю. У нас такие были. Нет. Вот такие были. В моем детстве. Да. А что ты можешь про этот дом рассказать? Но я почти никого здесь не знаю. Ни с кем не общаешься? Они, вернее, не общаются. А ты в смысле пробовал? Да, они грубые, невоспитанные. Да. Никого не уважают. Да, не хотел. Плохо относятся. Ну а тебе как в этом доме, нормально живется или все-таки не очень? Ну, аварийные, тесно. Хотелось бы получше где-нибудь, чтобы квартиру нам однокомнатную дали или дом. Но все-таки тесно, не очень, удобств никаких. Туалеты забиты. Не строится, Антош. Не строится. Ну, хоть нормальный, хоть дом не где-нибудь. Строится, Антош. Ну. Не строится. Не строится у нас. А что вам ответили? Отказом. Документы собрали, сказали, обещали дать, дадим, а потом папа документы все собрал, отказали. А ну не строится жилье, то что у нас не строит на Узенске, не строит жилье. Тоже с детьми живут, а то что с маленькими, и то не дают. Ну не строится, то что. Могли бы дать. Почему? Какие проблемы? Ну не строится, можно угол выделить. Не строится, то что. Или они за людей начнут считать. Вот такие коллекционеры. Забеспокоились. Это сильно очень для них болезненно они относятся. Спроси, спроси. Мама звонит. Ну что ей надо? Спроси. Что? Вот, блин. Тебе телефон хочет передать. Что она хочет? Давай. Ага. Алло. Участкового? Какого участкового? Ты что? Че? Да успокойся, никого нет, успокойся. Журналист просто. Приходил журналист, успокойся. Держи, Антоша, панику. Участкового вызвал сумасшедший, что ли? Вот, блин, а. Восприимчиво очень Вот серьезно. со мной воевал, Наверное, поэтому все я восприимчивы. развелся с ней, развелся, невозможно. Извините, очки одену. А не обидитесь, а? Глаза побаливают? Не обидитесь? Нет, конечно. Глаза побаливают. Скажите, а вам, получается, за сына какие-то доплаты идут? Ну, сказать честно, опеку держит она, вот эта Валентина. Да не надо мной она держит опеку. Над 2. Да? А над вами почему? Ну, так. Инвалид 2 группы стал. А вы из-за чего? Ну, там били в Чечне, покалечили. А, то есть вы тоже инвалид? Да, стыдно, я вам вчера не сказал, стыдно. И насчет машин не сказал, стыдно было. Думаю, 32 года сыну и собирать стыдно было, знаете.
32 года собирать. Стыдно, неудобно. Вот тут голубей кормлю. Вот тут место голубей. О, вот тут вот артисты забеспокоились, а? Что ты будешь? А это уже дочь, наверное. Алло. Здравствуй, мать. Ты журналист. Все, мать панику подняла, ты журналист. Никого нельзя пускать? Ну, да. Не к всем приходил, тоже не только ко мне. Мать, работа так. Дочь ругала меня, поругал. Артист, да? Ну, бред какой-то, несет мысли совсем по-другому. Говорит, нельзя никому доверять. Я говорю, порядочный человек, нормальный. Говорит, никому нельзя, говорит, доверять туда. Блин. Ну, думаю, как не покормить, жалко же. Все под Богом, правильно? Господь Богом создано. Какой-то мне говорит, не корми, говорит, зачем? Ну, равнодушные люди, не корми, зачем тебе это нужно? Кошки, коты, голуби. Ну, жалко, правильно? Есть когда чем подкормить. Должно у нас человеческое остаться, правильно? Все потерять. У меня мать тоже была верующая, там осталась, погибла. Брат к концу Первой войны приехал, она уже лежала в подвале там. У нас голод. Всю войну там пережила она. Жалко, я ее звал, поехали, она боялась, будет в спину стрелять. Я говорю, поехали, мать, что Бог даст. Царство небесное, могил нет, вдвойне труднее, отца могил нет. Вдвойне труднее. Вот знакомый идет пожилой. Убили сына у него убили. Соколовья. Как убили? Убили сына и убийцы не нашли убийц. Скрылись куда-то. Здравствуйте. Как ваше здоровечко, самочувствие? Потихоньку, как вас? Ну как здесь сказать, какой убийца проклятый сына убили, не нашли? Нет, как можно так? Дай Бог вам всем здоровья, не болеть, всего хорошего. Крепкого здоровья, добра, всех благ. Есть ловят голубей, едят, я никогда не ел. Кто ловит и ест? Ну, есть такие, едят голубей, любители. Мне как-то жалко голубя, правильно? Считается святая птица, правильно? Называли. Голубем мира называют. Я никогда не ел, упаси Бог, жалко мне. Положение. Сука. Я думаю, может это фейк, может нет здесь, может не приснится, проснется. Вообще что-то громко говори. Я думал, может мне это приснилось. Думаю, еще раз проверю, оказывается нет, сука, я женат. Женат. Счастливо ехать. Ага. Все, давай, я поехал. Чего, уже что ли? Да, не поехал. Что ты хочешь? Машина уже приехала, что ли? Давай сейчас в 4 сказал, подай, давай, может, 2 минуты. Я там на улице прямо. Здесь не поехал. Да.
Сейчас приедешь, позвони, хорошо? Хорошо. Обязательно, ладно? Хорошо, хорошо. Давай, удачи тебе добраться, Давай. Паш. Давай. Пока, мой хороший, давай. Звони, Паш, слышишь меня? Я просто спустилась бы. Нет, я не пойду.